varying of our entertainment types. Right. I feel like that's so. So I mean, there's certainly a lot of possibilities as well from Square Enix. You know, really quickly as we're getting ready to count down into the PC gaming show, Ubisoft. Any thoughts? You know, I saw little Seha today was like, There better "What are be you a dance excited number." for?" I was gonna say, somebody better dance. Just Dance. So I'm sure you're gonna get your dance number. I'm sure little Seha is gonna get a Just Dance new game. But people have been saying, "Hey, how about a new Splinter Cell?" They said, "Hey, Beyond Good and Evil 2 is probably not going to be at the show." So. Oh man, you took my joke from me. I was gonna say, hey, I'm excited for Beyond Good and Evil. Oh. It's not going to be at the show. It's not going to be at the show. It's okay. Well, that means you won't flip out, lose your voice, and be unable to participate. And make videos that I had to take down. That's right. That's right. He got very That's a good excited moment. about Beyond I like Good that. and I Evil. like that. Anything you might be excited for, Ubisoft? I want to see more of Watch Dogs 2. Watch Dogs 3? 3, I'm sorry. Because there is speculation that it was kind of leaked information that you can take control of any NPC in the game and kind of move around as them. And that sounds very similar to Omicron, the Nomad Soul. Way back in the day, it was the same kind of thing. Take control of the NPC. Yeah. And then you can go in their house and take all their stuff too, or just live their life for a little bit. And I wonder if Watch Dogs does the same thing now. And that's how you operate. What was that? That's spooky. MDK guys, where you did that, you were in the baby. Поздно начал. Всем привет, друзья. Добро пожаловать на стрим. Уже обратный отчет пошел. Пресс-конференции PC Gaming Show на E3 2019. Рад всех приветствовать, кто зашел. Кто не зашел, Эндрю Купер, здравствуй. ABST тоже привет. В общем, 1 минута остается. Хотелось пораньше запустить, но не получилось. Ну, я думаю, что мы разогреемся по ходу. Собственно, сейчас будем смотреть, комментировать. Я уже говорил, что я буду по ходу стараться переводить суть посылов или суть каких-то анонсов, новостей, может быть, ключевых диалогов в трейлере, но опять же, в трейлерах, опять же, не факт, что у меня будет получаться, потому что уровень моего английского не слишком высок, но тем не менее, да. Вы мне вот что скажите, я сейчас замолчу, насколько громки голоса, собственно, людей, которые сейчас общаются. Если будет тихо или громко, я буду по ходу регулировать. Итак, поехали. Поехали, смотрим. Только я еще вот так сделаю, и будет хорошо. Я думаю, что чат, ничего страшного, если будет виден. Можно даже и без чата, наверное. Здравствуй, Оби, здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Также микрофон, наверное, я тоже не микрофон, а наушники включу, если будет эхо. Вы мне скажите, пожалуйста. Borderlands 3 ожидаемо, собственно, но по тем источникам, которые я видел, я их сейчас озвучу. Это, по-моему, тоже новый контент для террарии, судя по всему. Еще какая-то новая штука. Опять же, я был не в теме. Все-таки да, новая инфа по Baldur's Gate 3. Ё-моё, Эндрю. Вознеси руки к небу. Age of Wonders Planetfall, вот это прям супер жду. Прям вот когда я увидел, я прям просто возликовал. Новая игра в серии Age of Wonders, это, конечно, что-то с чем-то. А особенно в сеттинге, собственно, фантастики. Спасибо, Эндрю, окей. Ой, ну может сейчас, конечно, приседание быть в битрейде, так как у меня... Я свою трансляцию запустил в 60 кадров и еще транслирую в 60 кадров, поэтому да. Так, ну мой небольшой перевод. А вы готовы? Это мероприятие, собственно, проводится из-за вашей поддержки, так как вы нас поддержите, поэтому всем спасибо вам и приветствуем.
Спасибо тебе, спасибо тебе, зрители, которые смотрят с YouTube, с Твича, за то, что ты поддерживаешь и смотришь нас. Привет, 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 спасибо вам большое. Мы будем читать и озвучивать ваши умные комментарии, подчеркиваю, умные комментарии, ну, конструктивные, умные. Присылайте ваши, собственно, вопросы по Borderlands 3 на сейчас с хэштегом PC Gaming Show, и мы будем стараться отвечать на них. Давайте начнем PC Gaming Show. Да, это да, Эндрю. Все поздно выходит, к сожалению. Но не все, кстати. У Microsoft и у беседки, опять же, очень много релизов, которые... Ну, немного, но есть релизы, которые выходят в конце года нынешнего 2019. Поэтому да. Поэтому да, ну вы смотрите, может быть что-нибудь здесь нам покажут из мировые эксклюзивы. Покажут, может быть, на этой пресс-конференции что-нибудь такое стоящее. Карикатурная графика, трехмерная, мультяшная, собственно, но я не знаю, что это такое. Поэтому для меня это тоже будет, наверное, много, скажем так, сюрпризов. Так как до E3 я мало информации по анонсам и новостям инсайдерским всяким проходился. Значит, похоже на суперсемейку, конечно, график. Стилистику я имею в виду в целом, визуализацию. Виталий, здравствуй, здравствуй, добро пожаловать на стрим, приятного просмотра. От Бразилии. Ну почти, нет, ну я так не смогу, у меня просто, наверное, не хватит дыхания. Балдерс будет, бездна, уже анонсировали. А ты можешь убрать отсюда куда-нибудь. Сюда куда-нибудь. Я не знаю вообще, что нам это показывают. Там показывают анонс какой-то игры. Или что это вообще? Evil Genius 2. World Domination. Да, это игра, друзья. Ну что это такое? Собственно, зарегистрируйтесь здесь сейчас, чтобы получить доступ к закрытой бете. Собственно, я с разработчиком с Брайаном, который расскажет нам вкратце об этой игре. Нет, извиняюсь, прошу прощения. Прошу прощения, это представитель Paradox Interactive, который, ну, собственно, представляет здесь Vampires Bloodlines 2. Кстати, есть же на русском трансляция, я не искал, не нашел. Если у кого-то есть возможность погуглить, давайте посмотрим. Трейлер второй части. Доброго, Василий. Рад тебя видеть. Приятного просмотра. Да чувак почему-то меня напоминает очень сильно. В смысле, я сам себе напоминаю, конечно. Over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Не, ну выглядит, конечно, круто, выглядит интересно. Я не играл в первую часть, поэтому нет таких ностальгических эмоций, чувств. Но эта нарезка CG, тем не менее, очень крутая. Первый квартал 2020 года, предзаказывайте прямо сейчас, Vampires Bloodlines 2. Прошу, Маша, Степа, здравствуйте, добро пожаловать на стрим.
Ну, в общем, какой-то год, и вампиры остаются в тени, особо не стараются полиции, особо не стараются показывать себя людям и так далее. Ну, это вкратце, я так понимаю. Голосование, кстати, проходит прямо сейчас в прямом эфире. Какой клан из игры Bloodlines 2 ты бы поиграл первым, за какой клан? Я не знаю, как, кстати, где это голосование проходит, но если вы поищете, то да. Dying Light что-нибудь показали? Уже показывали, по-моему? Или не показывали, Стёп, не помню, не знаю. Еще одну к Джонни Уику отсылочку, я только Ривса увидел. В трейлере. А почему не впечатлило, Василий? Андрей, здравствуй, добро пожаловать на стрим, приятного просмотра. Вот, показывали, да, мне тоже показалось, что показывали. Я просто уже забыл, у меня уже все поехало. Собственно, нам показывают при альфа геймплей футаж. Сейчас я попробую. In the game, when you were made as a vampire, sort of very young vampire, a lot of other vampires are made at the same time in this thing called the mass embrace. And that means that essentially they're having a less lucky time than you in the world. You're having a relatively good time compared to them because they don't know what they're doing. They're going through vampire puberty on their own, and you might have a family, you might have. В общем, она говорит про то, что много свободы действий будет в игре, вы можете завести семью, чуть ли не вампирскую, вы можете там пойти там в разные места, сделать практически все, что угодно. Здравствуй, Макс, конечно, помню. Привет, добро пожаловать на стрим. 15 лет, да, 15 лет. Говорит, собственно, ведущая, что мы ждали. Вторую часть. Ну, все ребята, собственно, и девчата ждали в чате. В следующем году, друзья. В следующем году в Empyrean 2, извиняюсь, Bloodlines 2. Ну, посмотрим. На самом деле, я все-таки дойду до первой части, постримлю. Таки, надеюсь, пройду и восхищусь. И буду еще с большим желанием ждать вторую часть. Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine asteroids. But when you're living in space, there can be big consequences for even the smallest mistakes. Let's take a look at the brand new gameplay for Starmancer. Давайте посмотрим еще немного геймплея. Сейчас посмотрим чего. Пропустил я. Ну, все остальные в чате-то знают английский безупречно, в отличие от меня, поэтому я думаю, что все поняли. О чем речь? Что-то изометрическое, пиксели стилизованное, но трехмерная карта, но со спрайтами. Я даже не знаю, что это похоже. Похоже на смесь Симсов и FTL. Faster Than Light, ну кто знает. Заводите дружбу. Да, движок трехмерный. Да, наверное, все-таки похоже на какую-то трехмерную Faster Than Light, где вы управляете кораблем, можете нападать или на вас нападают, вы должны перемещать ваш персонал по отсекам вашего корабля, тушить там пожары, или чинить что-то, или грейдить, нанимать дополнительную команду. Starmancer, или Starmancer. Собственно, бета-аксесс уже доступны сейчас. Террария плюс Sims. Что-то похоже, да. Старый, здравствуй, добро пожаловать на стрим. Let's welcome to the stage from Tripwire, John Gibson, and from Torn Banner, Steve Piggott.
Ну, собственно, ребята, я так понимаю, разработчики этой игры. Не разобрал компанию, номинальную компанию разработчиков. Как вы, собственно, собрались, чтобы начать этот проект вместе? Мы были друзьями, но мы всегда работали вместе и, собственно, вышли на коммерциализацию этого проекта. Yeah, and for us, this is a dream partnership as well. We've always been really close with Tripwire, and we really respect their games. We see them as one of the few studios that's bringing true innovation to the FPS genre, and that's what we're all about as well. Well, let's take a look at this upcoming collaboration. Тут я немного не ловил сути, но да. Ну да. На Comedy Club похоже. Ты имеешь в виду в целом? А, сцена. Ну, сцена это ладно. Еще один эксклюзив, друзья. Много Василий уже, кстати, показали и на конференции Microsoft, и на конференции беседки, и еще на какой-то конференции, не помню, другой. Индюшек уже очень много показали, так что это уже не... Слушайте, это не Mordhau, случайно. Очень похоже опять на Mordhau, на Chivalry Medieval Warfare, но еще что-то похожее, серьезно? Или это вторая часть уже Mordhau? Да не может быть. Но и не Mountain Blade 2 Bannerlord, точно. Chivalry 2. Ну вы только подумайте. Ребята просто штампуют. 20-й год опять. Эти средневековые экшены, собственно, с боевкой просто... Но опять можно, видите, ездить... верхом, это круто. Но Mordhau уже, на самом деле, я считаю, что в этом максимально продвинулся, они сейчас в этом топчике. Андрей, здравствуй, добро пожаловать на стрим, приятного просмотра. Боря, и тебе привет, рад видеть. Да, разработчики, собственно, Chivalry 2 рассказывают про то, что здесь не только будет экшон, но еще вы можете развивать деревню, вы можете убивать рабочих, собственно. Да. Какой класс ваш любимый в Chivalry, друзья? Рыцарь, Авангард, не знаю, стражник, по-моему, называется, Man at Arms, ополченец или лучник? Ну-ка. Торнберн Студиос. По-моему, тоже они же. Тоже эти ребята оттуда. Получается, что да. Так, если это те же разработчики, то это, получается, должно быть уже лучше. Вторая часть Chivalry должна быть уже лучше Mordhau. На порядок. We've attempted to completely revamp the combat, movement, and animation systems so that every swing, every ну, собственно, он говорит про то, что они улучшили боевку в целом и каждые отдельные моменты. And the weight that you would expect when two medieval knights in full armor are clashing. Yeah, and it's very, very fluid and much more accessible than the previous game, and it's you know, the pace is so much quicker. It was what I really enjoy when I'm playing it. Yeah, and I wanted to ask about the более доступно, скажем так, более дружелюбно для геймеров. В плане сложности геймплея. Ну, это я так понял, по крайней мере. Лучники наши, все, Андрей. Вечер добрый, шеф. Здравствуй, добро пожаловать на стрим. Part of our focus this time around has been making it so that players can fight multiple opponents at the same time. Like 1-on-3, 1-on-4 situations? Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and achieving glory on the battlefield. Ну, собственно, говорит про то, что можно зарабатывать различные достижения, различные прокачивать персонажа. Mordhau это уже есть. Mordhau уже реализовали королевскую битву и так далее. Я не знаю, что они могут еще нового привести в Chivalry 2. We know that probably about half our audience plays the game drunk, and we love that. At least half. Yeah. That's an important Подпустил шутку, но тоже улыбнулся, чтобы не выглядеть дурачком. I mean, the game is genuinely hilarious. As an example, you can beat a man with a chicken while quoting Shakespeare.
Like, so like picking up a chicken as a Yeah, weapon, that's a physically clubbing mechanic. him to death with Well, that's excellent. Well, I mean, I have to ask. Не факт, Степа, не факт, пока не факт. Epic Games, кстати, вроде заявлены, и новые эксклюзивы будут от эпиков, еще не факт. Собственно, для большей информации посетите сайт Чего.2.com, если вы хотите уже предзаказать, уже горите желанием купить. Но сомневаюсь, есть Мордхау, пока Мордхау не наелись, поэтому еще вот так вот будет всего. Посмотрим. Так, что нас ждет? Ну-ка. Planet Zoo от создателей Darkside Remnant, Baldur's Gate 3. Я не знаю, что... Блин, пропустил, извините. Ну, больше информации, возможно, еще вырезку из геймплея, хотя я очень сомневаюсь. Возможно, еще более обширный кусочек CG или другого трейлера тоже CG, поэтому да. Угу. Слушай, Андрей, я на самом деле, я не знаю, откуда у них такая статистика, честно, и поэтому да. Поэтому да. Но Planet Zoo, я так понимаю, это а-ля Jurassic Park и а-ля вот такие вот игры с развитием парка или там зоопарка, только в другом сеттинге. Мозаик. Не знаю, что из себя представляет, но тоже похоже на какую-то индюшатину. Да. Рекламка, собственно, приложухи. That was a brand new trailer for Mosaic, a dark and atmospheric adventure game coming later this year from developer Killbyte and publisher Raw Fury. So how are you guys enjoying it so far? There's been some swords, some space stations, vampire puberty. We're listening to your reactions to the PC gaming show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on, so keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Покажут, Эндрю, покажут. Он уже говорит, что мы показали уже вампиров, космические бои, там, корабли и так далее, и еще куча всего вас ждет впереди. Очень тихо оригинал. Понял. А так? You can count on me, darling, if you only knew, it'll make you feel brand new. Честно, вот я вам скажу, если бы не костюмы химзащиты, я бы подумал, что это охотники за привидениями. Или что-то в этом духе. В этом сеттинге игра. А вот моделька оружия, не знаю, что это за какая-то энергетическое оружие, очень напомнила гравипушку из Half-Life 2 или из Портала, которые создают Midnight Ghost Hunt. Но, судя по всему, это какой-то кооператив 4 игрока против этого призрака, который может в любой предмет метаморфозироваться. Слово опять новое, Андрей запомнит сейчас точно, Гусев. Prey, мультиплеер, там тоже есть такой режим, я, кстати, так и не поиграл. Is the dynamic one-man team. Creative director, programmer, designer, it's Sam Malone! Thank you for having me. Геймдизайнер Сэм... Please tell us what is going on in that. Сэм, расскажи нам, что, собственно, происходит в этой игре. Midnight Ghost Hunt is a multiplayer ghost hunting hide and seek game. Мультиплеерная игрушечка. Or ghost hunters, like a 4v4 format. I see. The ghosts can hide inside average everyday objects. Ну, собственно, говорит про то, что призраки могут прятаться в предмете, то есть не перевоплощаться, а прятаться, сливаться с предметом.
Yeah, and if I'm understanding correctly, it's not about hiding as a lamp to try to assault and take out a hunter. It's actually, you would do that so that way you can keep running away and continue to hide. Exactly. So то есть он спрашивает про то, что то есть вы должны прятаться в предметах не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы избежать и выбраться из дома, если вы играете за призрака. Вот цель. You know, they want to try to hide, but if there's a hunter kind of off by himself, he can quickly just hit him in the back of the head, knock him out real quick, and he has less hunters to deal with at that point. See. Well, what's the identity of the hunters? I mean, we've been seeing furniture flying all over the place. What are the hunters doing? So the hunters, it kind of can be divided into two different segments. The first part of the game is kind of almost like a detective game because they're sort of trying to figure out where the ghosts are hiding. Игра за охотников делится на два этапа. Первый это So they've got gadgets like a footprint tracker, they've got like a radar detective-like to try to narrow down where in the haunted house these ghosts are hiding, basically. As soon as the first ghost is found Они сначала должны найти призрака. Первая часть игры, я так понимаю, катки. To really try to smash the ghosts into pieces. So those are kind of the two aspects of the ghosts. I see. Well, talk to me a little bit about the inspiration for Midnight Ghost Hunt. I understand it's based on Gary's mod called Prop Hunt. Right. So that's definitely a big inspiration, but the big twist for us is that the props fight back. You saw the furniture, they hurl themselves at you, they knock you out, they send you flying. So it kind of almost becomes like this action hide-and-seek sort of mashup. You have a reason to be a little bit afraid of the things that you're hunting. So that changes up the dynamic a good amount, I think. And I want to ask about when the clock strikes midnight. We saw the very spooky red color pop up. We didn't see what happens then. What's going on then? So midnight, if even one Собственно, ghost что происходит-то survives 4 после... minutes into the match, then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. It'll get really dark and scary. Здравствуй, однорукий Ларис, привет, добро же на стрим, приятно посмотреть. Return as vengeful spirits. They're a lot more powerful than before, and they glow a very brilliant red. So at this point, the tables have turned. The hunters are now hunted, and they just need to try to work together to stay alive long enough for their evac to come, which is another 4 minutes or so. Usually the ghosts win when it gets to midnight. Are you talking about like 90% of the time? Like 90, yeah, usually because the ghosts are so overpowered. Средник, здравствуй, добро же на стрим, приятного просмотра. Prevent midnight from even occurring by destroying all of the ghosts and clearing the house, basically. Well, awesome. When can people get the chance to try out Midnight Ghost Hunt? So we'll be running an alpha event later in the summer. You can sign up at midnightghosthunt.com. I'd also like to give a shout out to our Discord, discord.gg/midnightghosthunt. Собственно, можете информацию получить на сервере Discord, либо на официальном сайте. Well, wonderful. Ladies and gentlemen, Sam Malone from Vaulted Sky Games. For our next title, we got Frankie up in the balcony, and if I understand correctly, Frankie, this is a sequel. You do understand correctly, Sean, yes. Следующая игра это сиквел. Unexplored 2 is a procedural adventure, a roguelike that challenges you to fight, to be clever, and to solve its mysteries. Explore a beautiful world, engage with its creatures, and befriend its people. Ну, собственно, я так понимаю, про зоопарк игрушечка это. Посмотрим. Until you die. And die again. Или я ошибаюсь. А нет, я ошибаюсь. Одни эксклюзивы. Приятного просмотра, на руки Борис тогда. Нет, это другое. Тоже что-то инди. Я даже не знаю, на что похоже. Вообще ни на что не похоже. Ну, вид изометрический, сверху. Трехмерный движок, но опять без текстур. Я даже не понял, за кого вы бегаете. За человека или за какого-то получеловека, полуживотного. Ага, есть боевка, не просто исследование. Ну, такая приключенческая, наверное, роуглайк. Рогалик такой. Простенький очень визуально. Но, возможно, что-то интересное по геймплею нас ждет, не знаю. По крайней мере, даже если не смотреть на качество графики, а вообще в целом на визуал, то смотрится неплохо. Даже очень. Unexplored 2. The Way
Wildfires Legacy, собственно. Ну, такой сделали просто стиль трейлера, Андрей, а так в целом. What you got for us? Today we're here to announce the Samsung C27 RG5 Curve gaming monitor. Well, let's take a look. А вот это я даже не знаю, что. Какой-нибудь снайпер элит, может быть? Что-то такое было. Супер трушная баллистика. Пап? Подожди, про что нам? Про движок нам рассказывают или про что? А себе про что нам? Про технологии сейчас там. Перечисляют технологии. Неужели это... Ах, Samsung, я не увидел. Презентация нового ТВ. А точнее гейминг-монитора. Невнимательный стример какой я. Фу-фу-фу. Здравствуй, Николай, здравствуй, добро пожаловать на стрим. Вот решил провести, да, с комментариями стрим по E3. Были у меня уже по Квейкону и по Игромании, по Игромиру, точнее, вот решил я провести по итогам по E3. Собственно, представитель Samsung рассказывает про характеристики монитора. Не знаю, сколько он будет стоить, скорее там 4К, а то и 8К уже, кстати, разрешение 8К. По-моему, есть телевизоры с разрешением 8К. Вот, но я, честно говоря, так никогда и не смотрел в пуклые телевизоры и не мог оценить их преимущественно. Я думаю, что они есть, особенно если вы сидите на определенном расстоянии, перед вами такой монитор, то у вас получается, когда вы поворачивааете голову, одинаковое расстояние до вектора каждого пикселя монитора. То есть нету отдаленных частей. Это прикольно. So it expands our gaming lineup to 8 models. Yeah. Because when you said 400, I mean, that's the 27-inch is the $400 model. Wow. Yeah, so our gaming lineup will be expanded to 8 models, ranging from 24 all the way up to a 49-inch dual QHD. Check out samsung.com/gaming240 or see us in the back of the room for more info. Yeah, that's right. For any of you in the audience, it's there. Ну, собственно, тут были про характеристики, информация вся. А можете чего касать Samsung по этому монитору. Интересно, на самом деле, посмотреть, потому что гейминг-мониторы я всякие такие не видел, хотя они, скорее всего, есть, присутствуют. Ну да. Посмотрим, что нас ждет на PC Gaming шоу. Дальше. Точно, Маш. Собственно, Borderlands. The next game from Clay Entertainment. Get ready to rip the galaxy a new wormhole in Valfaris. Офигеть. Видите, очень много индюшек-платформеров. E3. 2019. And now the PC Gaming Show presents What's Next from Funcom. Вот, Николай, вот честно, многим, я так понимаю, возможно, из-за хайпа, из-за рекламы, вот, но есть. Всем привет, спасибо, что здесь. Я так понимаю, PC Gaming Show, кстати, они не были на E3, и вот сейчас они вернулись в 2019 году, поэтому об этом нам тоже говорит. Вогнутый точно. Mutant Year Zero Seed of Evil. Подожди, Mutant Evil Year Zero. Собственно, новое дополнение. Или нет, подождите. Это портированное на консоли. Или это DLC под все. Под игру на всех платформах, я так и не понял, честно говоря. Conan Unconquered на ПК 29 мая 2019 года. Я не играл. Был же Conan Exiled, это типа выживалки, песочницы. Я так и не поиграл. Вот, а вот это вот что-то невообразимое, собственно, это RTS, что ли, серьезно?
Возможно, с чем-то еще. Посейдон. Нет? Какой-то колосс, короче. Не Посейдон. Moons of Madness. В Хэллоуин 19, то есть октябрь 19 на консолях и на ПК. Какой-то хоррор, adventure. Фантастический, чем-то напоминает Prey, конечно, с сеттингом. А может быть даже и Half-Life монтировкой. Да, наверное, Half-Life чем-то даже больше. Отчасти. Но, честно говоря, мне очень понравился анонс «Ведьмы из Блэр». Кто не смотрел, обязательно посмотрите трейлер. На пресс-конференции Microsoft было. Давай, Андрей, возвращайся. Кривые экраны. До встречи, Николай, спасибо, что забегал, и ДГС Сосай Лалка. Жду тебя на гости, спасибо, что забегал. Лайкосик тебе. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something a little different. Thank you, Natasha. So on April 1st Наташа this ее year, зовут, we блин, put я out a что-то не little ловил. trailer for something called Conan Chop Chop. And considering the date, it was perhaps no surprise. Филипп Мейс, представитель Фанком, собственно, SEO. Yeah, we have a little surprise for you. Check this out. Doom и Киберпанк. Doom и Киберпанк уже... А, я понял. Да, их уже показали. Василий, ради Baldur's Gate 3. По-моему, нет, Маш. Опять что-то, я даже не знаю с чем. Куча всяких цитат, типа, супер крутая инновационная игра, но это, друзья, это какой-то Death, это, как он называется, не Death, Don't Starve, как-то так называется игрушка. Я даже не буду приводить, читать цитаты, честно говоря, но какой-то слэшер. Еще и мультяшный, еще и мозги, пауки, скелеты и любовь, и, в общем, все это, и обезьяны в суперменских плащах. Конан Чоп-Чоп. Да, собственно, это вот про него рассказывал нам. Я не знаю, как вот серьезные студии действительно могут представлять, но если это какая-то инди-студия, там два разработчика или один могут сделать эту игру, там, да, к примеру, и ее презентовать. Ну да, но на E3 это вообще какая-то дичь. Если эта команда такая крутая, то, ну, ребят, да. Вот Василий точно. Я Степан так и не поиграл, Don't Starve, поэтому да. Ну, они выпустили Наташу просто сначала. Все таки, о, Наташа, блин, значит, должно быть что-то крутое. А, is a nomadic survival game set in a post-apocalyptic future where the Earth has stopped rotating. The last humans need to outrun the blazing sun in massive open-world environments. Good times. But cheer up, Sunshine. This is one of the most original-looking multiplayers we've seen, with interesting ideas underneath. A player-driven economy and some truly incredible death machines. Coming to early access on Steam on July 15th, let's take a trip to the last Oasis. Так, ну давайте, let's take a trip. Ну, есть такие игры, которых стоит ждать. Однорукий Борис, которым, например, от серии, которой ты фанатеешь, ты ждешь следующую игру в этой серии, сиквел. Например, Doom. Я вот ради Doom и ради Baldur's Gate, да, посмотрю. Хотя Microsoft я пропустил. Ну, готика, она, сами понимаете, важнее. Я видел просто такие механизмы в реальной жизни или похожие. Я так понимаю, что их взяли за основу сеттинга этой игры. Судя по всему, это мультиплеер командный, где вы управляете таким механизмом, я даже не знаю, песочным кораблем или как его назвать, наземным кораблем, и нужно
уничтожить или победить другой корабль. Прикольно, кстати. Выглядит прикольно, на самом деле, необычно. Еще осаждать какие-то города или форты. Необычно именно не то, что сеттинг, хотя сеттинг тоже необычный. Не совсем обычный. Как будет это реализовано с точки зрения геймплея. В Last Daisies. Я не знаю, как это перевести. Прочитать, ё-моё, мне логотип замутили. Хрен прочтешь. Хроники хищных городов. Ну, кстати, я так и не посмотрел, но не сомневаюсь, что это по ним. Но да, похоже. Трейлер я видел. Planetfall, Age of Wonders 3, что нас ждет еще один анонс. Собственно, в геймплее, в механике Age of Wonders только другой совершенно сеттинг, но, скорее всего, новые... Ой-ой-ой, куча всего, я думаю, нового именно с точки зрения геймплея, различных механик, развитий там в целом и боевок тоже разных тактических. Прикольно, сеттинг прикольный. Но фантастический, я больше люблю фэнтези, но и в это я бы тоже поиграл бы на самом деле. Тем более есть космические динозавры там в каком-то в каких-то доспехах, которые напоминают динотопию там или еще что-нибудь такое. Last Oasis, ё-моё. Я не троллю, вы что? The name of the game is Age of Wonders Planetfall, a 4X strategy game, and joining me on the stage to talk about it is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer Tom Bird. Welcome, guys. Директор и то ли арт-директор, то ли еще. So, Leonard, just give us the gist of what Age of Wonders Planetfall is all about. Sure. Просто расскажите нам про Age of Wonders. Strategy game where you play as one of the survivors of a shattered galactic empire. At the start of the game, you choose or create your own faction. Yeah. And they include the Vanguard Expeditionary Forces, who are in cryosleep when everything went to hell. There's scavenging cyborgs or the Amazon. Ну, собственно, то же самое, что Age of Wonders 3, как я понимаю. Вы начинаете с выбора фракции, развиваете свою империю, ее города, население, там, торговлю и так далее. Ну, кто не знает, Age of Wonders, кто не был на стримах, а у меня были стримы по третьей части, это смесь цивилизаций и героев. Меча и магии. Механик. Most of them. So maybe you'll find a genetics lab which is still full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters, a temple with такой необычный чувак, какой-то супер экспрессивный, как будто он под чем-то. Или выпил. Ну да, мне кажется, он сам от себя тащится. Ну, собственно, рассказывает про то, что вы можете по карте находить различные здания, типа ивенты или там... Да, что-то, мне кажется, с ним не так. Да, Василий, спасибо тебе большое. Ты отойдешь, тогда заходи. Возвращайся. Блин, я аж покраснел от него, честно говоря. Кот бросил. The second part of your tech tree comes from your secret technology, and that's all about the future of your faction. So you can create like a combination between man and machine or man and computers. Yeah. Others include doomsday technologies that allows you to infect the entire population with alien brain-eating parasites or win the game by splitting space-time. I love how many details you're giving me of the horrors that await on the planet. The future is not a pretty place. Будущее не совсем приятное место, говорит директор. Наверное, он надеюсь, что он не про игру, не про Planetfall. Is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in, and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops. Ну, рассказывает про боевку, про то, что когда начинается бой, вы, собственно, камера приближается, и вы находитесь в гуще событий, в гуще боя, и можете все видеть детально. И разглядеть все красоты боя. Много на самом деле можно рассказывать про Age of Wonders, я это переводить не буду все прям подряд, да и, честно говоря, не смогу, потому что...
Собственно, когда мы сможем поиграть? It's going to be available on PC, multiple platforms, consoles, and it's available for pre-order now. Well, lovely. Hey, what's that URL? Уже готовы для предзаказа, друзья. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me. Дату я, честно говоря, не услышу. Спасибо, этому чуваку спасибо. Гарант, Frankie, I have to ask you, what year is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe lies in ruins, torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Fuhrer into hell, but little do they know, the nightmare Это она включила скандинавский какой-то акцент. Спасибо, Александр, что забегал. Здравствуй. Еще один эксклюзив. Неужели же Founders 3 серьезно? Все для эпиков? Да я не верю в это. Все только в Epic Store можно купить. И Age of Founders Planetfall? Да это бред, не может быть такого. Я в это не верю. Просто не верю. Это что такое? Так, зомби-нацисты, но это мы видели уже. Я просто не представляю, что это, правда. Ну как, кооператив, не Left 4 Dead, конечно. Прям может быть Left 4 Dead. А, вот снайпер элит, мне тоже так кажется, что снайпер элит. Но нам показывают персонажей других, которые не только могут из винтовки издалека вести бой, но и на средней дистанции других бойцов персонажей, поэтому может быть. Но Борис, это канон. То есть суть прям вот ты написал так, как есть, так и должно быть. По-другому никак. И спасает другого мужика, естественно. Ну, Андрей, а ты как хотел? Онлайн-сервисы. И Гитлера показывает нам Адольфа. Как недавно мем. А, зомби-армия... Что? Dead War 4? Later on the PC gaming show. Ты раз слышишь, ну ладно. A love letter to classic JRPGs. А, все понял. Warframe. Так, что нас ждет дальше? Surreal noir adventure set before, during, and after the Big Bang. Baldur's Gate 3 and more. Baldur's Gate 3, индюшатина какая-то, еще какой-то экшен приключенческий от третьего лица. И много-много-много-много всего. Ну что, посмотрим? Посмотрим. От создателей Darksiders, если не ошибаюсь. Не играл ни в одну, честно говоря, и не тянет. Хотя ее рекламили, хайпили, ну, как и многие такие проекты, и AAA. Деревянный ктул. Ну, стилистика мне нравится, кстати, графики. И сеттинг.
Prepare yourselves. They are here. Кооператив. Ну вот это сингл. Это сингл, Андрей, как ты ждал, но кооператив, пожалуйста. То есть это не тупо PvP какой-нибудь. Да. Выглядит прикольно. Remnant. Слушайте, вот это интересно. From the Ashes. Вот это уже интересно. Август 2019 года, 20 августа. Вот это прикольно. Вот это на самом деле мне прям да. On the stage to talk about Remnant from the Ashes. In that trailer, we got the chance to see so much new gameplay footage and new environments. Let's welcome the CEO of Gunfire Games, David Adams. David Adams, Gunfire Games. So David, I want to ask right away, for those who are unfamiliar with Remnant from the Ashes, what kind of game is it? Что это за игра? Ну, co-op action, в общем, кооперативный шутан. And I mean, in that trailer, we got a chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So as a player, Кто you're on игрок sort в of этой an истории? Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. Ну, опять понятно, что он рассказывает про персонажей, которые идут спасти мир от нечисти. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game. That you could play through it 10 times and still be seeing new bosses, new monsters, new locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation system. So we generate the maps, the enemies, the quests, В игре присутствует система динамической генерации уровней, монстров и так далее, поэтому она прям вам 100% не надоест за один день, поэтому да. And fought a dragon boss, and I'd be like, I met a guy in a helicopter, an old guy in a helicopter, and killed a tree ant, and we'd have completely different experiences playing the same game. And you just have to keep going through and eventually То есть вы получите, например, в одном и том же месте сгенерируются разные боссы и разные мобы, и вы получите за них разное количество. Jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function То есть alongside все-таки это, наверное, даже не знаю. Ну, сессионка, то есть это не, то есть это все-таки не линейный сюжет какой-то полноценный, хотя может быть просто режим. So if you play the game and you get all completely different events, you'll have different equipment than I have. And in the trailer, I also saw that there were 3 people walking through these, and you mentioned the co-op experience. How does co-op function in the world? So the game's full co-op from beginning to end. You can jump in at any point, and the game's definitely slower paced, more difficult. I mean, you will die a lot in this game, so awesome. There's a huge advantage to bringing your friends to come in there. Говорит, игра супер хардкорная, вы будете очень много умирать. Generally progress through the world. Yeah, well, I mean, as a big fan Любители Dark Souls, Bloodborne and Dark Souls, I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release date, and where can people go for more information? So Remnant's Собственно, когда день релиза и когда игроки могут получить новую информацию. And if you pre-order the game now, you can actually get in early and start playing the game August 16th. Предзаказ опять доступен, а дату я опять про... Евгений, здравствуй, дороже на стриме, приятного просмотра. Наверное, да, Степ, похоже. On stage, the creative director of Borderlands 3, everything you want to know. Doesn't matter what platform you're on, just use hashtag PCGamingShow. And until that time, let's talk about our next title. This one was announced 2 years ago at the PC Gaming Show here. It's a game from Clay Entertainment called Griftlands. Давайте поговорим, собственно, о нашем следующем анонсе. Эта игра была уже представлена 2 года назад на PC Gaming Show. Научной фантастики, в сеттинге научной фантастики. Не знаю, что за игра, посмотрим сейчас. Но продолжение какое-то. Я не в теме. Возможно, невозможно. Они. Да, Степа. Я не знаю, честно говоря, о чем игра. Персонаж, девушка возвращается все время в таверну
для того, чтобы набить морду и побухать какими-то другими мужиками и пришельцами. Серьезно? Карточная? Это такая визуализированная ККИ? Серьезно? Или показалось? Или это просто такая, типа, дополнительный бонус или что-то такое? Да, Griftlands, июль 11-го. Альфа-версия. Epic Games Store. Ну, Андрей, точно пресс-конференцию PC Gaming Show далеко не самая здесь фронтлайная, поэтому что ж там говорить. Уже не одно Еврогейм. It involves you building and looking after a modern zoo, and you get to look after the most authentic animals we believe you've ever seen in a video game. Each of our animals are unique. They have their own needs, their own desires, and their own behaviors. They interact with each other and react with the world you build around them. And today, for the very first time, we're really excited to show everyone Ну, here показали, кстати, пару проектов действительно заслуженных, хороших, которые... Я просто в них, может, не играл, но они действительно хорошие. Как мне кажется, вначале. А там посмотрим. А вот то, что нам показали в самом начале, Planetfall. Собственно, так понимаю, игра, симулятор постройки зоопарка. Да. Ну, по аналогии с недавно вышедшим Jurassic World, только, собственно, Jurassic World это у нас про динозавров, а это про реальное животное. Jurassic World так и не появился, кстати, он был мега дорогим, по скидке, когда он был, я его не приобрел, но на самом деле вот такие игры, они крутые. Именно они, во-первых, полезные, так, с точки зрения для мозга, да, в плане там, ну, для активности хотя бы какой-то. И вообще в целом не развивает, особенно, знаете, подрастающее поколение. Симулятор Рансфорд. Да, это классная вещь, я думаю, будет. То есть для любителей такого жанра это... So nowadays, when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely, pretty animals. You go there, you want to be, you know, learning about Ты сейчас только что просто мог бы зарезервировать торговую марку новую и подать SimCity. SimCity, кстати, да, SimCity. Про парк развлечений. Не города для людей, а SimCity, не помню. Короче, какой-то будущий симулятор постройки именно парк развлечений. Вот я помню, от него просто тащился. Вот эти горки строил американские и так далее. Старая игра была, 2D-шная. Просто охренительная. City Skylines, вот это я не помню. Вот, Remnant from the Ashes 20 августа. Ага, Маш, спасибо. Thank you so much for joining us, Piers and Lisa, everyone. Next up, we have a very special guest all the way from Japan. Так, а следующий у нас гость специальный гость из Японии, прямо из Японии. Ну-ка, дети, угадайте. Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. Yu Suzuki и... Hello, everyone. In addition to being the brains behind the following games, Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter, Yu-san also created the Shenmue series. And he's here to talk about Shenmue 3 right now. Take it away, Yu-san. この場に立てて光栄です。I am so honored to be here standing on the stage today. それと20年支えてくれたファンの皆さんありがとう。I just want to say thank you to all the fans. Ну понятно, я хочу спасибо всем сказать, кто пришел здесь и смотрит на нас.
The wait is nearly over. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Shenmue 3. Это название игры, судя по всему. Зоопарке. Почему плохо, Эндрю? Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Grandmaster, Японский мальчик в куртке с нашивкой из американского флага. С американских флагов. Или мне показалось? Стойте, стойте, стойте. Подождите, японская игра от Sega про... И показывают нам Shenmue 3. И показывают нам монахов шаулинских или что-то в этом духе. Непонятно, правда, что из себя представляет геймплей-то вообще в целом мире. Симулятор гопников? Блин, слушайте, ну это просто рофльная игра, я бы с радостью в нее поиграл. Как Якудза, только не GTA подобное. Блин, я не играл. С GTA подобное я знаю только True Crime и Мафия. Да. Stop it, shit. Ноябрь 19. Ну, видно, что не AAA, естественно, игра, но там и студия совершенно другая. Столько людей ждут соотношения Mudry, я так понимаю, что это легендарная серия, поэтому да. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2. Что про Might and Magic? Upcoming collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. Интересно. Coffee Train, Lava Potion. Во вселенной Героев Меча и Магии 2 или что-то мне показалось? Или с графикой? Is who we are, in dead or in living, it's near and it's far, in human and beasts of the land, it flows through the forests, it breathes the sand. Тоже инди, но, блин, когда ты слышишь вот эти вот названия, прям, да, горишь. Еще и песенка такая. Выглядит прикольно, непонятно, что за жанр. Songs of Conquest. The name of the game is Songs of Conquest, and here to join me in talking about it is the lead designer from Lava Potion, Karl Toftfeld. Ведущий дизайнер Карл. I mean, let's just start off. Anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series, what is Song of Conquest all about? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of the trailer, and from there you recruit your wielders, it's what we call our commanders, and you recruit an army, and then you kind of send off your wielders on an adventure. And they go exploring the world, they pick up resources to flag mines, and with those resources, you upgrade your town so you can get more stuff, and that's kind of what you do. В общем, судя по всему, как я понял, вы можете тоже собирать армию и отправлять их на путешествие, но без замка или замок, но без построек. То есть King's Bounty, что ли? So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offense and defense and health and so on. And they go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great. Но нам боевку не показали. Если она тут вообще есть. Или это просто глобальная карта. Magic series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest, but
What are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it, but I mean, one of them is our magic system. We call it the essence. So basically, собственно, что из героев Меча и Магии в игре? Система, магическая система. And to do magic, you need to bring the troops with the right essence, with your wielders. Oh, I see. So if you want to like make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like cavalry. Почему-то для створения магии вам нужно будет солдаты, армия. Немного я не понял, не совсем до конца понял, что все-таки даже по всему объяснению. Where can people go to get more information? And as always, when's it coming out? Late 2020. Oh, it's quite a ways off. It's quite a ways off, but you can go to songsofconquest.com and sign up for alpha, and then you can play 2020, друзья, songsofconquest.com. Прочитайте про игру. Thanks for joining us. Thank you. Now, our next title is an update to a popular co-op game. Let's see what's in store for Vermintide 2. Еще один кооп. Еще один кооп, друзья, и... Serpent in the Staglands. Не играл, Эндрю. Даже... Кооп, собственно, а не Vermintide случаем. Warhammer. По Warhammer'у кооп типа Left 4 Dead, я так понимаю. В сеттинге во вселенной Warhammer'а. Только фэнтезийного. Слушай, так мы же уже видели Vermintide, разве не то? А, тут можно за крыс играть еще. Извините, не крыса, а как раса называется, забыл. Чисто Vermintide же. А, он Vermintide, да, Versus. Погодите, а что... Versus, то есть, наконец-то они добавили PvP режим. Окей. Окей, ну не знаю. Здравствуй, Алексей, добро пожаловать на стрим. It looks deliciously vile, and surely dismembering Skaven is so much more satisfying when you know you're going to hammer a fellow player, making him or her cry ratchets behind their computer screen. You can sign up now for the Vermintide 2 Versus beta at vermintide2.com/versus. In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Courtesy of developer Talon Industries and publisher Warframe, here's a first ever look at Per Aspera. As we all know, Raw Fury представляет. Was not humanity's greatest achievement. Transferring the complexity of the human mind to machines was. So they can succeed where we fail. So they can build us a home on that distant, dusty rock. Today, Amy reaches Mars and begins their mission. Неужели симулятор спутника или симулятор марсохода какого-нибудь? Of course, I'm with you, Houston. Судя по всему. Наверное, постройки колонии на Марсе. Неплохо. Ну, такая экономическая штука. Экономическая история такая. Per Aspera. Our next guest sent players back in time to rewrite history. But for his debut project with indie studio Panache Digital Games, he's going to take us back 10 million years to where humanity began. Here to tell us all about ancestors is creative director and co-founder Patrice Desolé. Welcome, Patrice. Thank you for having me. I'm really happy to be here. I've been waiting 10 years. Yes. 10 лет ждал, чтобы прийти сюда, представляете, на PC Gaming Show. Well, it's fantastic to have you back. I just want to ask, what inspired you to tell the story of human evolution? Well, when I started Panache, I needed a game, an open world game in which you can do a lot of things. Разработчик, точнее директор студии по разработке этой игры. Сейчас нам ее и покажут.
to say, oh, let's go back at the very beginning. It'll be easier to do because I won't have to build a city, I won't have to build technology, and I was a bit naive because we built Africa 10 million years ago. And that's not easy to build. It doesn't sound easy. I mean, how have you turned those themes into gameplay? Well, you play our last common ancestor, right, of all the big apes, and then you have to explore your environment, and eventually you expand your territory, you expand your clan, because you're not playing that Вы расширяете свою территорию, вы расширяете свой клан, вы развиваетесь. You play a group of badass character. And eventually you evolve into different species, up until Lucy the Australopithecus roughly 2 million years ago. Но игра-то про кого? Про человекоподобных обезьян, то есть, опять же, теория о том, что человек произошел из обезьяны. Наверное, какой-нибудь survival, что-то в этом духе. You're the predator and everybody's afraid of you. And that's the idea of Ancestors, the Humankind Odyssey. So, Patrice, ultimately, what is the key to По-моему, evolving your нет. plan successfully? Curiosity. Печать хаоса — это же RTS старенькая. I made game about Пера-спера, characters and you точно, needed to follow the story I wrote for you. This time, you're basically Аналог writing спора, the я story. думаю, что нет. Спора там это более как именно для там моделишь прям своего этого своего создания, свое существо или свою бактерию. А тут нет. Какой примат лучше? Человек, горилла, шимпанзе, гиббон, обезьяна? Ну-ка давайте. Мне кажется, последний вариант. Там вроде человек победил, да? Я чуть не видел первый вариант. Прикол. Это просто рофлный опрос. Опять Epic Game Store. Реклама. Shenmue. Преордер. Блин, ну это, конечно, симулятор. Симулятор парня, который набивает морду гопником за свою девушку, короче. Ancestors, The Humankind Odyssey. Так она называется, вроде так, на этот раз я вроде успел прочитать. Ну, наверное, скорее всего, прикольно будет. Solar Ash Kingdom, нам ее пока еще не показали, но это типа платформера какого-то. Динамического, прикольного. А вот это тоже классная штука, наверное, третьего лица. Чем-то почему-то мне напомнило Pray for the Gods, но... Симулятор садовника. Далее Griftlands. Это все нам презентует. То, что только что нам показали, это нам перечисляют. Алекса и кто еще зашел, друзья, на стрим, вот, пожалуйста, вам. Вкратце. Но еще то, что нам еще не показали. Atomic Crops. Ну, видите, сколько индюшатины? Куча. Как будто вот... Рун 2, серьезно? Покажут? Рагнарок. Вот что мы ждем. Baldur's Gate, Рун 2, Рагнарок. Все. Или просто Рун Рагнарок. Такое ощущение, что, знаете, Chivalry 2. Так, Chivalry 2, ну, блин, не знаю, Мордхау. Зачем нам Chivalry 2? Мордхау. Я не уверен, что мне покажут что-то еще дополнительно крутое. Во что ты будешь играть следующим? Естественно, в Shenmue. Я видел кадр из Titan Souls, или мне показалось. Короче, да. И еще одна вещь. Что-то... Какие-то шахматы. Слушайте, авточес на Твиче игра есть. Я не заходил. Она есть. Да, авточес. Даже не играл, не смотрел. Как вам? Что вы думаете об этой игре? Please welcome to the stage Loring Lee, founder and CEO of Dragon Nest. Indeed, auto chess has turned out to be a sensation. Ну, Epic, я так понимаю, просто проанонсировали. Getting a taste of it, and here to talk about its coming to PC is Loring Lee. Take it away, Loring. Yeah. Hello, everyone. I'm Loring Lee.
Собственно, директор Dragon Nest, компании, которая сделала AutoChess. Hearthstone лучше. Так Hearthstone это как АИ, а AutoChess это тоже разве? Мне казалось, это типа шахматы с наворотами тактическими. Да, первую я тоже бы Эндрю. Почему прокляты будете EGS, Epic Games Stores, Стёп? Зачем они презентуют, правда, в AutoChess, если она уже давно вышла? Нет, может, лучше дополнительно просто рекламиты рассказывают. Ну, в общем, каждый человек с любой точки мира, с любого устройства может присоединиться и сыграть с оппонентом с любого устройства. Unreal Engine is one of the best game engines of the world. With the help of Epic Games and by the power of Unreal, I believe we can finish our job quickly and efficiently. And today, I'm very glad to announce. Я не знаю, что он имеет в виду, когда говорит, что я надеюсь, что мы завершим свою работу. В кратчайшее время, наверное, про игру она, может быть, находится в бета-тестировании или в раннем доступе. I look forward to all you playing auto chess on PC. Продают инди, кстати, и тот же Go Galaxy, но Go Galaxy скорее классику старую продает, поэтому. В общем, парень выступил, вышел, рассказал про AutoChess. Это очень весело, говорит. Короче, Baldur's Gate, я так понимаю, на закуску оставляют. About PC gaming is the way that game creators from all over the world can draw inspiration from one another's work. Chris Tales is a great example of that, a gorgeous indie love letter to classic JRPGs developed by a team in Colombia. Chris Tales' spin on the genre brings a unique perspective that lets you see the past, present, and future on one screen at the same time. So you'll see the future change based on your decisions in real time. Here's the world-exclusive reveal of Chris Tales. Так. Modus Games представляет любовное письмо, любовное письмо, да, вот так перевел, да. Судя по всему, приключенческая адвенчура такая, то ли для детей, то ли для девушек, ну или для детей девушек, если можно так сказать. Ну, выглядит красиво, прикольно, да, как сказка такая. Simulate honestly. Боевка прям вот один в один с Child of Light, схоже. Кто играл, тот поймет меня. Тоже несколько персонажей, пошаговый бой, с применением различных способностей, с атакой, защитой и так далее. Ну, прикольно. Е3 по времени несколько дней. Ух ты, ничего себе, что она держит. It's not the size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the, well, quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your average, you know, Glock, really. No, it's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Valfaris. Это, собственно, оружие инопланетян на следующей игре. Assuming the role of fearless warrior Empyrean, players must blast and slash their way through the doomed citadel of Valfaris, overcoming its deadly environments and enemies before challenging the arcane evil at its very heart. Get ready to rip the galaxy a new wormhole. From publisher Big Sugar, this is Valfaris. Так, Big. Это вот то, что нам показали немного. Ну, собственно, платформер трехмерный, специально с низким разрешением, ну или пиксельный такой. Нет, трехмерный только синематики, наверное. Блин, ну вот это, конечно, выглядит зубодробительно круто. Похоже на Dead Cells. Опять же, я думаю, в плане хардкора и битвы с боссами там или еще что-нибудь. Но касаемо визуальной части и стилистики, и в целом, я думаю,
А механик мне она понравится куда больше. Я даже не знаю, с этим какой игру она напоминает. Что-то с, блин, вообще какой-то, я даже не знаю. Ну опять такая индюшечка. Или а-ля закос. Блин, нифига себе, они сделали такую пушку серьезно для этой игры. Нормальный реквизит. Контра плюс Брафорс. Брафорс точно. Контра. Ну, блин, не. Похоже, да, на Контру, да. I mean, there's been so much hype around Borderlands 3. What's the stuff you're really Столько excited много to хайпа share in the вокруг series? Borderlands 3, что we расскажете? talked about our Vault Hunters. Well, this time we get to talk about Mose. And she is our gunner Vault Hunter, so she has a big mech, so it's one of the things. All about loot. We're Ну, про Borderlands я ничего не могу сказать, потому что я ни в одну часть не играл, и не знаю, есть ли желание, не особо, наверное. Вот, но в целом... Наверное, все-таки ждут. Правда, я не знаю, если... Вторая часть, правда, не знаю, когда вышла. Но я думаю, что многие поклонники серии ждут, и да. Может быть, стоило бы поиграть. Yeah, Mose is a terrifically fun character for us right now. Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems? Какой let's talk about grenades, like one of my favorite things that we don't get to talk about a lot. So in the past we've had grenades that they've had like one thing they can balance, they can stick to different things, you know. The Gunner, This time we're Amara combining the like all of Syrian, those things. So for instance, the other day I was playing and I the threw a grenade and that grenade had a bounce, it would stick, an explosion would come out, and the grenade would fire guns as it was going through, right? So we have like a ton of different grenades that are in there. Свен Винг. Ой, Эндрю, даже не знаю, что это такое. Так, все, конец? Нет, нормально. That shield will extend out in front of you, you know, so just tons of different things that we have with our characters. Class mods are unique, and that they give you skills this time as well as enhancing the skills you currently have. I also remember earlier you mentioned about artifacts. What are those? So artifacts are, you know, we've kind of concentrated on like, hey, does the game feel fluid? Can I, you know, slide into things? Can I jump? Can I mantle? Right. So when we were playing with that, we slid into a barrel, right? The barrel exploded. Well, that's kind of fun. So why don't we do something like that? So our artifacts actually add certain Ну вот things нам to может movement. рассказать So, for instance, you can Юваргейм slide про faster. Borderlands. You can slide, and every time you slide, there's an explosion. We have something we call Second category of questions unrelated to loot. Это глава Larian Studios. Happening after the campaign. What are some of the Вот я beyond не the single знал. player, maybe end game we can talk about? All right, in-game content. Okay, well, it's E3, so I give a little bit. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those people who played Borderlands before, you might remember Badass Rank. Система Guardian You know, или it's система basically kind of стражей an infinite progression какая-то system that added to your дополнительная, stats. касаемо Double контента down on that. игры. We have what we call Guardian Rank. And Guardian Rank not only has that infinite progression, but it has skills and different skins that you can open up as you go through. And the cool thing about that is like every character that you play on that account gets the benefits of Guardian Rank. Oh, interesting. Навыков, по-моему. All right, last category we're going to go through, and then we're going to hit some rapid fire questions. How do the boss fights in Borderlands 3 compare to Borderlands 1 and 2? I know those were big aspects. How do you Как build upon that? битва с боссами в третьей части, I'm an old school Nintendo fan, right? So I в love отличие от первой huge boss части. fights that have like three phases and stuff like that. So now those people, you know, smart people in the audience know that we've talked about going to vaults instead of vault, right? And so Да, что-то, короче, атака, походу, происходит. На трансляцию бунтуют. Либо наоборот слишком много на Borderlands 3. Решили дойти посмотреть инфу. Questions that should be yes or no, very brief. First from Castray. How will you be handling multiplayer? Multiplayer, we will basically be allowing anybody to jump in at any time. So awesome. Судя по всему, мультиплеер, я так понимаю, можно будет присоединяться к сессии, к любой походу. Правда, я не знаю, что это представляет. That's a personal question. All right, great. Sam Wiseman asks, is Maya's new companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say about that. Oh, you tease. Sorry. All right, from Ironic Sanguine says, is Tiny Tina going to be seen fighting alongside the Vault Hunters?
Yes. Nice. All right, I'm just going to blast through a couple more as fast as I possibly can. What's the level cap at launch? 50. Точно. Will we get to see flak? Yes. Will we see golden keys and/or shift codes for Borderlands 3? Absolutely. Will there be duels? Yes. Other kinds of PvP? Yes and no. And also maybe. Perfect. Yeah. And will you be able to transfer weapons between your characters? Absolutely, right from the start. Perfect. And when is the damn game coming out? Friday the 13th, 2019, September 13th. Perfect. Borderlands. 15 сентября. For more information. Thanks so much for joining me on stage. 15 сентября, то ли этого года, то ли следующего, не помню. Этого, наверное. And once again, if you have not seen all the setups in downtown Borderlands, oh, they're beautiful. Our next game, we're going to be revisiting a guest that we saw earlier in the show. He's upstairs with Frankie. What you got for us? Так, следующая игра, я про это читал, это симулятор акулы. Hello, I was just, I was actually testing out my outfit for this weekend. I don't know, what do you think, John? I think you look really sharp, as always. Very sharp. Well, thank you so much. John Gibson, Я думаю, president что of выглядишь как Tripwire. Thank you акула, for как joining и us всегда. again on the show. Что-то по мне особо Very комплимент. busy man, Yes. Ну или комплимент ее костюму Ван Гога. Здравствуй, добро пожаловать на стрим. Maneater to the world. And can you remind anyone who missed it what the game's all about? Absolutely. Maneater is an open-world action RPG, or shark RPG as we call it. You start as a small baby shark pup, and you have to survive in this harsh world and try to eat your way to the top of the ecosystem. Вы играете за малыша акулу, вы должны something выжить в about the этом best are жестоком eat, мире. explore, and evolve. And we also have someone we'd like you to meet. Исследовать и развиваться. Ну-ка, посмотрим трейлер. Tripwire. Игра называется. Опа! А это... Серьезно, людей надо кушать? Какая-то садистская игра, честно говоря. И опять я дискриминирующая акула. Что это такое? Извините, Maneater игра называется. А что это было, я так не понял. Студия, наверное. Серьезно, Maneater называется игра? Ну это жесть какая-то. На мобилках знаю, да. And Scaly Pete's the villain in Старая this tale. Pete is a best fisherman in the Gulf, the best shark fisherman, or he'll tell you he's the best shark fisherman. And he disfigures our baby shark at the beginning of the game and does some really nasty things. So he's not a very nice guy. The story of Maneater is told through the lens of a reality show called Shark Hunters vs. Maneaters. And it follows Pete and the player shark. Ну понятно, в общем, акула следует за Питом и подкармливает ее. Что-то такое. Ну, короче, они дружбаны. Может быть, однорукий, но как это влияет на что? А вот Степан, прикинь. Немного геймплея. Нам показывают, главное, смотрите, не чистый океан, а показывают заливы, речки городские, где куча мусора, куча всего. Блин, это необычно. Как вообще может плавать в такой... в таких водоемах. Короче, кушать можно все, что ты нашел. И ваш акула будет расти. Правда, вопрос, за какое время, насколько быстро.
and you're about to become an adult. When you become an adult, you take a big leap in size, a big leap in power and capability. Deep, кстати, это же кооп. As you reach these life phases, you unlock evolutions that can be applied to parts of the shark's body. For example, you could get metallic teeth that allow you to shred boats, or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights, or you could get mutated lungs that allow you to spend a little more time on the beach getting those afternoon snacks. Just really quickly, John, everyone's wanting to know this question. When's it coming out? So we're really hard hammerheading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. We're not ready to announce the date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC gaming show. Well, I hope we do, John. Otherwise, I'm going to have to start biting people. In fact, I'm quite hungry at the moment. Ну, в общем, он сказал, что она выйдет до следующего PC Gaming Show. Когда вопрос? So I'll see you in a bit. I'm just going to have a snack. Thank you, John. Thank you. Так, ну-ка, рекламка. Неужели производители кресел геймерских или нет? Да, наверное, да. Так, ну-ка, стримеру скинулись на кресло. Вадим Акулов в виде от третьего лица пытается убить чуть... Ну да, я про это говорю. То есть, ну, кооп против, но versus мод, по сути. Эвен Рейсинг. You know, one of the absolute best parts about being sponsored by iWin for the PC Gaming Show is that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Так, собственно, промокод PC Gamer, 30% скидка на все кресла. Million copies, and part of the reason why it's maintained such popularity is the fact that the developers Relogic continue to add content, going from 250 items at release to now over 4,000. Let's take a look at their penultimate expansion coming up, Terraria Journey's End. Террария. Что-то по террарии, новый контент. То ли мод, то ли... Journey's End, то ли... Я поиграл чуть-чуть и выключил, честно говоря. Но... Опять онлайн, и опять что-то очень увлекательное, но вопрос как бы, да... Не знаю, в нее нужно просто... Не знаю, честно. Я даже не знаю, что сказать. Ну, прикольно, наверное, да, для любителей такого прикольно. Ну, приключения завершаются, да. Вопрос просто, что это имеется в виду. То есть она как-то по сюжетным этапам как-то, что ли, получается, или что? Я думал, что она как бы не имеет конца. The next title that we're going to be looking at is a game that is the spiritual successor to her story. It's called Telling Lies by Annapurna Interactive, and joining me to talk about it is game director Sam Barlow and actor-producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Thank you. Nice to be here. Yeah. The main man. Так. О, это известный актер, по-моему, кстати. Her story. You totally should. It's fantastic. I want to note. It is a game where you watch live interactive video in order to uncover what happened with a murder. What is it that's going on in Telling Lies? What's the premise? So, like her story, Telling Lies is a game in which you watch video footage to piece together a story. And this time we have a woman who has stolen an NSA hard drive, which contains secretly recorded intimate and private conversations between our four characters. Something has gone terribly wrong, and it's up to you to figure out what and Ну, скорее всего, да, потому что мне кажется, что она мне особо ничего не приносит. Так, что-то нам покажут. Что-то страшное. Once upon a time. 4 жизни в прямом эфире, я так понимаю, будет показываться 4 жизни актера, и это что, игра? Использую их слова, чтобы найти правду. Это типа квеста, наверное. I've only ever been in love
loved ones. It was with a girl I met when I was 18. Привет, Лили, здравствуй. Добро пожаловать на стрим. I guess I still carry a torch for it, which makes me an incurable romantic. Честно говоря, я не понял, в чем смысл. Underdeveloped emotionally. Ну, судя по всему, это какой-то квест, пазл, что-то такое. С бюджетом $10. Да я вот сомневаюсь, потому что актеры не дешевые. Скорее просто она и даже, может, дороже графики в некоторых моментах. Я просто не понял суть. Telling lies. Oh, Sam, I got some Называется игра. About what we've just seen. I mean, talk to me about the mechanics. I mean, I saw, you know, Расскажи про subtitles механику. highlighting and it was loading more video footage. What's going on? So what we do in Telling Lies is we take all of the exploration you would have in a normal video game. So all that walking around in a 3D world. Yeah. And we apply that directly to the story, to the footage itself. So you're going to be scrubbing around in these clips, paying close attention, and you're going to be picking up on the subtext, listening to names, people, places. То есть ты должен просматривать видосики, вот эти вот видеозаписи, различных записей людей и искать в них, чтобы найти, кто врет, а кто не врет, или в итоге какую-то более глобальную цель или сюжет. Or miles in America. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? So we got like over 10 hours of footage here, so it's a story that encompasses like 2 Не, я не говорю, years. что как раз таки, да, наоборот, мне кажется, очень интересная, оригинальная вещь. You're free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story, all the characters. It's this huge, messy, colorful story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a Да. performer in this kind of А есть же game, такие игры, what is it like to есть, я даже недавно видел. try to have all the layers in there for each performance, also not knowing when a player is going to be seeing the specific footage you're performing? Well, it's definitely a non-linear open world game, but our approach and Sam's approach was not unlike a movie or a Да, TV Логан show, Маршалл and we had Грин, to understand по-моему, it продюсер, A to B. And so, кастмембер, for the most но part, он that's вообще how we shot актер. it, obviously, when you're shooting a movie or По-моему, TV show. в «Чужом», And in this case, a game, you're going to be shooting out of я его order, видел, but «Чужой we завет», actually stayed pretty он linear in играл. how we approached the story. We went after it Ну, он like очень много all где, the я other чувствую, times этот. we're actors. We just went after intention and what do we want, and we tried to make it as deep. You know, it's got a lot of scope. Yeah. But we wanted to make it as deep as possible, and Sam is one of the best movie or TV directors I've worked with, so it was very similar. Nice. Yeah, look at you too. Yeah. Now, of course, I do want to stress to any of you, if you have not played her story, it's quick to play through. It's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime. But we're, of course, waiting to find out, when can we play Telling Lies? Very soon. Very soon, I promise. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam. You can wishlist it on Steam. We all love Steam. And yeah, very soon. We'll be showing a little bit more during E3, and the game will be out, very soon. Fantastic. Desperate to get it out there. Yeah. As soon as humanly possible. Yeah. Well, Sam, Logan, thanks so much for joining me on stage. Ну, собственно, все, она выйдет в Steam, выйдет скоро, извиняюсь, что не может говорить, сказать точно так. Now, up on the balcony, Frankie's going to be talking to us about a game that my friends, year after year after year, keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, one of my favorite parts of last year's show, aside from being upstaged by a giant duck, Что-то прям очень много, на самом деле, всего нам показывают, очень много. And here with the latest look at the next expansion to the universe is Space Mum Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look at what we've been calling Railjack, so it's about time to, see what we've been doing. Yeah, let's take a look. Давайте посмотрим следующий трейлер, я так не понял, о чем. Давайте посмотрим. Студия Warframe. Или не студия, а Warframe. Собственно. Мало, ничего себе. Ну, не знаю, по сравнению с беседкой... Не, понятно, что проекты не такие крупные, но тем не менее. Не играл ни разу, и нет желания.
Не знаю, что нам презентовали. Новый контент, новый DLC. Ну да, на DLC Empyrean. Empyrean. Короче, да, судя по всему. В общем, не знаю, что и как, но, наверное, круто для тех, кто играет. So exciting to know that the fans have finally seen it, and you're clearly going all in on the epic space combat. So tell me about the new stuff that players are going to be able to experience. I wasn't shaking Или before we рофл, started talking, Евгений. and now I am, because Я it's так понимаю, real. рофл. Because you know, Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the space ninja part of Warframe, sending it back up to space, bringing players that squad gameplay they know, taking the enemies like the Corpus and the Grineer, giving them their own Railjack to essentially explore the solar system with and take down the bad guys. And when are fans going to get to see more? Well, TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online on Twitch. We're going to be showing a lot more in our Ну, на Твиче еще дополнительно покажут, я так понимаю. Написано было когда, до этого. Возможно, геймплея с новым контентом. Но я не знаю, кто Warframe. Из моих зрителей, подписчиков играет, но я думаю, что да. Хотя он типа написал фе Warframe, значит он все-таки, хоть и не очень, но, наверное, видел. И, может, даже пробовал. Знаю, что Маша пробовала, по-моему. Действительно, где врата Балдура? Прям вот серьезно? Buckle up, everyone, because we're about to get bonkers with Genesis Noir. А вот эту штуку нам показывали. С точки зрения стилистики и визуальной составляющей, наверное, прикольно. То ли детектив, то ли квест, то ли еще что-то. Но мне кажется, максимально просто. Хотя, если это полностью рисованная игра, то далеко не просто ее было делать. Угу. То есть это квест, судя по всему, с музыкальной составляющей. То есть, как я понимаю, нужно будет какие-то мелодии или это часть только. Прикольно. Да, прикольно. Интересно было поиграть. Ну, как и все сейчас, Степан, как и все игры-сервисы дрочильни. Все сейчас, то, что выходит. Genesis Cosmic Noir, Adventure. beautiful, stylish art. The next game we're going to take a look at is the twist on the stealth genre. It's called El Hijo, where you play as a 6-year-old trying to escape a monastery and find your mother using toys and tricks to avoid monks. Let's take a look at this gorgeous spaghetti western-inspired project from studio Handy Games. Это еще и вестерн. Давайте посмотрим. Или показалось. Да, так и есть, наверное. Адвенчура какая-то тоже, судя по всему, квест а-ля... вот оно что. С элементами стелса. Нужно прятаться в тени. Только вопрос, что сделать? Убежать, наверное, из этого приюта монашеского. Напомнила Little Nightmares игрулька, но тут немного другая графика, стилистика и вид. Но в целом, я думаю, что что-то похожее. Ну и более, естественно, светлое, доброжелательное, мультяшное, менее мрачное. Более казуальное, наверное, хотя это тоже казуальное. Да, рисовка прикольная. Эль Хио, по-моему, да? Как-то так он
произносится, наверное. Eho, once again, is the title of the trailer we just saw. For our final guest tonight, please join me in welcoming from Larian Studios CEO Ну-ка, Эндрю, аплодируй. And from Dungeons and Dragons at Wizards of the Coast, the creative director of Dungeons and Dragons, Mike Merles, Директор to talk about Baldur's Dungeons and Gate Dragons 3. и, собственно, директор Larian Studios. По-моему. Now, this was only just recently announced. How did this partnership come about? Как, собственно, это сотрудничество началось? Свен Винкл. Вот он, Эндрю, где ты? But we had a long chat about what the vision would be for the game. And then we kept on bumping into each other. And then suddenly in 2016, I get a phone call from Nathan Stewart, who's the big boss of Mike and the head of Dungeons and Dragons. He said, you need to come to Seattle right away. We're going to have dinner in a very shady restaurant. And he had this big stack of paper with him. And on it was Baldur's Gate 3. And in it was pretty much everything that we talked about. Я понимаю, что они встретились, когда-то сконтачились. На встречу принес один из директоров, точнее, директора Dungeons Dragons, кто создавал куча правил, куча бумаги, и показывал, рассказывал директору Larian Studios, что и как про правила, и вот так вот, собственно, это началось. So it just means so much to us. Baldur's Gate, it's, you know, such fantastic storytelling, and it's so exciting to see it come. Очень много предназначен Baldur's Gate серия. But for the gamers who remember the 20 years it's been since the original, the first two in the series. То есть игроки до сих пор помнят. And for us, it really is. It's such an important part of the D&D mythos as a whole. And we got a chance to see the trailer. Talk to me about some of the story elements, the world elements. What are things we're going to see in Baldur's Gate 3? Well, we're only talking about what's in the trailer right now, but obviously you're going to go to the city, because we start with the city. You start outside of the city, actually. There's going to be mind flayers. They're very nasty. Mind flayers. То есть вы начинаете, на самом деле, игру вне города, и противостоит вам Mind flayers. You're going to see a lot of iconic creatures, iconic characters, iconic places, and that's as far as we go. I'm curious about some of the gameplay elements, because obviously, you know, there's just been a big resurgence of Dungeons and Dragons, tons of broadcasts on Twitch. I mean, высасыватели разума или те, кто истощает разум. You know, what has to be a structured computer game. So we started with the player handbook, which is basically the basic rule set of Dungeons & Dragons. Which player handbook? Which fifth edition. Right. Yeah. And so we ported as much as we could to the video game. We looked at what worked really well. Пятого издания, судя that по всему, didn't work, Dungeons Dragons, because it is a video game. This was made for tabletop gaming. And so we started modifying those things, and then we had to add things on top of it, because if you play tabletop, you have a game master, and you say, well, I want to do this. And then the game master... То есть сеттинг и, судя по всему, и продолжение истории они взяли просто добавили что-то от себя еще. We've gone very, very far. Yeah, I mean, can you give an example of like a crazy moment that a player might do that you could actually play out in the game? Well, I could, let's say that we get into a fight because you ask a nasty question, I don't want to answer it. And I take the chair over there, I put it on fire, smash it on your head. Well, just as an example. That's just an example, this is fine, we're just talking, These are things that we have to put systems into the game for to do it, which are not necessarily going to be described inside of the book. Interesting. And I mean, like, Mike, in terms of your role, speaking to Larian Studios, есть две части, старые, однорукий борец. Players do. What's the sort of information that you provide in assistance? Well, really what it comes down to is providing the story support. You know, we think of Dungeons & Dragons, the universe of D&D, it's like a toy box for dungeon masters and players to go into and build their own stories. So working with Larry and working with Sven, a lot of it was just opening up that toy box and sharing it and giving that kind of guidance. You know, like I remember one of our first meetings, we just laid out a map of Baldur's Gate and the Sword Coast and asking a lot of questions, like what kind of story do you want to tell? Where do we want to go? What are the cool locations we want to go? Какая лучшая РПГ за последние 10 лет вы считаете? Ведьмак 3, Skyrim, Divinity Original Sin 2, наверное, на третьем месте. Ну, ты зря так думаешь, Йорген. Baldur's Gate до сих пор пользуется популярностью и считается каноном CRPG, то есть Classic RPG, поэтому... И не безосновательно. Для меня тоже старая РПГ лучше. Та же Готика, те же проклятые земли. Тот же Baldur's Gate. Ничего лучше нет. У Divinity она на пошаговой системе. All the different games coming together to tell one grand story of this city.
So on September 17th, we're releasing our next tabletop campaign, Baldur's Gate: Descent into Avernus, and it is the next chapter in the Baldur's Gate saga, and it's a prequel to Baldur's Gate 3. So if you haven't played a Baldur's Gate game since Baldur's Gate 1 or 2, this is your chance to check out on the history. It's been about 100 years since the events of Baldur's Gate 2. Yeah. So this will give you a chance to check in on the city, to see what's going on, its current state, who the movers and shakers are. We also feature a complete levels 1 to 13 campaign that takes you from the mean streets of Baldur's Gate to the depths of hell itself. And sort of pose to the players a question: do you want to redeem Baldur's Gate or send it to damnation? So we're putting that right in players' hands to make that choice. Well, I have to ask Sven, it's a question on a lot of people's minds. What can you talk to us about expected release time frames? So people have been waiting for it for a long time. Yeah. They're going to have to wait a little bit more when it's ready. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. And then when that's the case, then we'll release it. Well, I know a lot of people have been waiting a long time, and I think I speak for a lot of people here when I say take your time. Релиз на так не сообщили, к сожалению, разработчики, потому что директор сказал, что мы делаем эту игру, мы хотим, чтобы она была хорошая, чтобы игрокам понравилась, поэтому как только мы поймем, что она хороша, мы зарелизим дату. Bring up on the stage the fantastic Frankie Ward. Come here, Frankie. Hello. Well, thank you so much, Sean. Hasn't this audience been absolutely fantastic today? Guys, thank you so much for coming out to the 5th annual PC Gaming Show. We want to give an enormous thanks to all of you who tuned in live. Спасибо всем. All of you who personally showed up this morning, and of course the sponsors who helped make this possible. Epic Game Store, iWin, Frontier, Funcom, Paradox, Interactive, Hovercast, Perfect World, Rebellion, Tripwire, and iWin, Frontier, Funcom, Paradox Interactive, Hovercast, Perfect World, Rebellion, Tripwire и так далее и тому подобное. Put on this show every year. Thank you so much. Ну, зальчик неплохой, народу, правда, немного, но тем не менее, релизы некоторые интересные действительно показали, вот, но, конечно, и сравнивать с конференциями других крупных издателей, то да. Но как бы это и стоило ждать. Другой вопрос, где новости о AMD, потому что AMD тоже, по-моему, в списках партнеров была, и налога она была. Я думал, что AMD представит какую-то, возможно, технологию или новые железяки для новых поколений консолей. Или что-нибудь в этом духе, но что-то как-то нет. Да. Блин, мне казалось, наоборот, что... Мне показалось, что, наоборот, очень даже как раз-таки много. Да. Полностью согласен, может, что это ощущение. Но Еваргин, наверное, имеет в виду, что Маш не может играть в плане достойного. Именно не пустышку, не сервис игру, в которой донатят постоянно. И нужно, в которой постоянно там задрачиваются и так далее. А именно крутая, прям добротнейшая, качественная, например, сингловая игра, даже несмотря на то, что она сингловая, ее перепроходят, к ней делают моды и в ней играют. Тому пример Готика, Skyrim, Morrowind и так далее, но подобное, такие ролевые. До сих пор в них играют, до сих пор моды под них пилят. Вот о чем речь. Когда еще не было гейм-индустрии. Не знаю, что показывать, но показывает такое. Ну что же, на этом, я так понимаю, что завершилось. 23:00 через час будет Ubisoft конференция. Не знаю, буду или нет я показывать. Анонс, если буду, сделаю, но не точно, поэтому... Эль, здравствуй. Добро раз на стрим. И тебе того. Вот, поэтому как бы... Ну, мне, в общем, понравилась вот игрушка, я забыл, как она называется, от создателей Darksiders. Dying Light 2, пожалуйста. Кто там ждал? Наверное, Степа как раз написал.
Да, ну и, собственно, здесь, я так понимаю, балабойство сейчас начнется. Часочек. Вот, ну и потом... Dying Light 2, and let me just say that trailer is bonkers, man. Thank you. Ну и потом, собственно, по... Так, погодите, нам как сделать это сейчас? I was looking for in action zombie-ish kind of games for a long time. You nailed it the first time. Сейчас я уберу это на секунду. Well, today we introduced the new hero, Aiden Caldwell. Who is an infected in the city where everyone is infected. Which, by the way, when the trailer first played, I was like, no, I don't think I didn't hear that right. Like, did he just say it was? I think I even heard to see because like, did he just say it was infected? Yeah, he's infected. I like that. It's not just the narrative element; it's also a gameplay element. That's he's infected. Странно. Все понял. Так, забыл, что хотел показать на самом деле. Посмотреть я хотел релизы Ubisoft. Сейчас, секунду. Ну вот, собственно, если ориентироваться на стоп-гейм... Если ориентироваться на стоп-гейм, то что нас ждет? Что нас ждет в 23:00? АМД будет позже ночью вроде как. Понял, Эндрю. Угу. Так. Да, Маша, согласен. Но просто да. Да. Долгосрочной политики, скажем так, крупный проект. Поэтому да. Так, окей, прочитал. Значит, Ubisoft, что нам ждать? Демонстрация Ghost Recon Breakpoint. Новый контент для Rainbow Six Siege, Division 2 и For Honor. Хотя недавно вроде выходил новый. Watch Dogs Legion. Не знаю, новая часть или это DLC. Некоторое количество пока неизвестных новинок. С большой вероятностью танцующие панды Just Dance 2020. Не знаю, что это за игра. То ли VR, то ли еще что-то. Не знаю, наверное, да. Roller Champions. Мультиплеерная игра про спортсменов на роликах. Вот это прям для меня, как человек, который катается на роликах. Круто. Подписка Ubisoft Pass в духе EA Access или Xbox Game Pass. Ну, как и Microsoft, я так понимаю, Ubisoft представит новый вид подписки. Премиальный, не премиальный. Посмотрим. С не такой большой вероятностью Skull and Bones. Собственно, игра в пиратском сеттинге. Было у нас несколько игр тут в пиратском сеттинге. Это Sea of Thieves, Atlas, что-то еще было недавно, но это мультиплеер. Но Skull and Bones тоже будет мультиплеер. Ее мы видели уже, трейлер, но только трейлер, как бы, с элементами геймплея, да. Rainbow Six Quarantine, или Quarantine, кооперативный PvE-шутер. Судя по всему, типа Left 4 Dead режим для Rainbow Six сделают, против зомбаков или еще что-то такое. Beyond Good and Evil, Beyond, вот это интересно было посмотреть, на самом деле, на новости, потому что видели, не видели вы... Видели, не видели вы, собственно, трейлер. Показывают трейлер, кто не видел. Сейчас только почитаю сообщение. Да, Эндрю, полностью согласен насчет... Да. Пока что Лариан не подводила, по крайней мере. Лимонный геймер, здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Так. Хочешь, загипнотизирую? Жди. Ну и реклама стоп-гейм у меня на канале еще.
Кто не смотрел, возрадуйтесь, наверное. Наверное, все-таки это вот вещь, которую я тоже делаю любит. Интересно посмотреть на это. Полностью согласен, Маш. Где твой хозяин? Я с мелочью дела не веду. Эй, чё за нах? У меня нет хозяина, зато есть твоя игрушка. Покажи мне идола. Покажи избавителя. Вот, приятель. О, пойди. Йоу-йоу-йоу, давай быстрее! У меня горячая свиданка, и я не могу опоздать. У мартышки свиданка. Чё? Что? Что? Что-что? Это же грёбаный шоколад, хрен! Бон аппетиту! Всех сраных копов этого сраного города на поиски этого сраного ублюдка! Держись крепче, Нокси! Это было просто! Черт! Держись! Бак-бак, говножуи! Охренеть! Срань! Ну, один из трейлеров есть еще вроде как. CG, конечно, здесь просто роскошный, но что из себя будет игра представлять, по-моему, не видели. Ну, я не видел точно геймплейного ролика, есть ли они уже сейчас, не знаю. Но да. Ну, из трейлера можно сделать вывод, что про сеттинг, про... вселенную, вы про как раз вовремя. И все. И что тут у нас? Ну и не больше. Мокша. Но выглядит, конечно, очень эпично. Все, как Яма говорил. Истинная свобода там, за гранью. Наверное, какой-то постапокалиптический, утопический, фантастический экшон. Сеттинг, вселенная, стилистика, наверное, здесь. Вот. Ну и проект сам по себе, конечно, крутейший. Вот. Так. Ну что же, друзья, про PC Gaming Show мы тут поговорили. Отвечаю на твои вопросы. И Wargame, точнее, не отвечаю, а комментирую твои сообщения. Такая себе фирма получится, которая кормится донатами школьников. Ну, как тебе сказать? Друг мой, как я уже не устаю повторять и не устаю произносить, гейм-индустрия — это уже индустрия, это не просто какая-то штука или какая-то сфера, где делаются проекты, целью которых не получение прибыли. Нет, уже далеко не так. Это
полноценная индустрия, где максимально вкладываются люди в рекламу, огромные деньги, в стримерах, в тех же и так далее компаниях, чтобы они раскручивали их продукт. И чтобы люди играли, донатили. То есть максимальная монетизация внутриигровые и так далее. То есть цель сейчас любого проекта, крупного, среднего-крупного, в основном, получение прибыли, как и любого другого предпринимательской деятельности, как и любой другого предприятия. Вот и все. А то, что ты пишешь, такая себе фирма получится, которая кормится донатами школьников, ну, друг мой, если мы посмотрим на мобильный рынок там и так далее, то, который превышает, я уже тоже об этом говорил, доходы и обороты рынок мобильных игр превышает рынок ПК-гейминга и консольных вместе взятых, бюджет, ну и оборот годовые, то можно смело говорить, что игры-сервисы себя окупают, и их не то что не перестанут делать, их станут делать еще больше. До какого-то момента, наверное, да, может быть какой-то переломный момент и так далее, вот, ну да. Меня почти не слышно. Давайте я потише сделаю. Вот, а насчет настолок, то, что ты говоришь, есть мнение, что, типа, компьютерные РПГ не нужны, потому что настолки до сих пор выходят. Это вообще никак не взаимосвязанные факты. Настолки, настольные игры для тех, кто любит настольные игры. И компьютерные ролевые игры или компьютерные игры ролевые по правилам настольных игр, это для тех, кто любит компьютерные ролевые игры с правилами настольных игр. То есть они вообще никак. Ну, то есть могут сделать по вселенной какой-то настолки игру. Они друг друга взаимодополняют, но никак не аудиторию не пересасывают друг у друга уж точно. Ну, может быть, немного. То есть вообще неверно. Неверное утверждение. Так. Oh, it's been great. I mean, it's day 0, technically day 2 for the broadcast, but it's been so much fun already. We had all the Я вроде потише yesterday, the сделал. Xbox E3, as well as Я вроде Devolver потише Digital. That one сделал. was They're always the Я думаю, друзья, что мы на weirdest этом one, закончим. but Все-таки always the PC best one to Gaming watch, Show and I got to see it закончилось. live, so it was actually a lot of fun. I'm so jealous. I wasn't able to be there. Oh, no, it was Может, fantastic. так They было had, так like, this когда-то, immersive в период VR зарождения, но area, сейчас so это we не got to так. see the уже. exhibit as well. Lots of creepy things, very Devolver-esque. Далеко не And так. just the show was really amazing. So it was a lot Да, я of думаю, fun, что мы and на then этом, they were друзья, celebrating their закончим. 10-year И насчет Ubisoft я уже не знаю, говорил, что будет, не будет, потому что что-то я, мне кажется, не выдержу, не выставлю. Вот, может быть, буду сам смотреть чью-то трансляцию от бессилия и так далее, поэтому так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если понравился стрим. Ну и, собственно, E3-то продолжается аж до 12 числа, до послезавтра, поэтому еще будет у нас, как я и говорил, Ubisoft. Что еще будет, давайте я посмотрю. Что еще будет? А где оно? Вот оно. Будет Ubisoft. Ах, ну вот, да, Эндрю, как и говорил, про, собственно, AMD. Next Horizon Gaming. AMD будет показывать свое устройство следующего поколения, а именно новейшую серию видеокарт Radeon RX 5000 и другие игровые продукты следующего поколения. 11 июня в час. Ну, то есть это уже будет завтра, как бы, в час, в смысле, через 2 часа. Вот. То есть после конференции Ubisoft. Странно, почему так? Мне показалось, что это будет, да? Собственно, да, вот тут, я так понимаю, небольшой обзорный ролик, презентующий
ну так, на коленке видеокарту, но тем не менее. Kinda Funny Games Showcase, презентация от авторов канала Kinda Funny, проводится не в первый раз. Ранее в основном показывали инди-игры от не очень больших студий, чтобы вы понимали масштаб в Kinda Funny Games Showcase. Не забанят потом за то, что я тут цитирую сайт Stop Game. Square Enix, собственно, конференция уже будет, я так понимаю, это в 4 утра. Как раз таки тут больше информации по Dying Light. Marvel's Avengers, то есть Мстители от Crystal Dynamics. Outriders, новая игра в научно-фантастическом антураже. Kingdom Hearts 3, не знаю, что такое, надо посмотреть. Babylon's Fall. Новая часть Nier. Много непонятной японской дичи. Ну, я не берусь как бы полностью соглашаться с этим, ну да. И новый шутер от People Can Fly, не знаю, что это такое. Дальше конференция Nintendo уже будет проходить в 7 часов вечера 11 июня, не в 4 утра. Bayonetta, тут Demon X, всякие легенды Legends of Zelda, я так понимаю, новая DLC-шка и куча-куча всего. E3 Coliseum, серия мероприятий от организаторов E3 и обсуждение с особыми гостями. Приглашенными, я так понимаю, то ли знаменитостями, то ли еще кем-то, не знаю. Так, наверное, будет обсуждать, наверное, значимые анонсы, в том числе, видите, Doom Eternal, Rocket League, Outer Worlds, кстати, не посмотрел, надо будет посмотреть еще одно видео новое про Outer Worlds, Call of Duty Modern Warfare, новый, который уже есть в ланчере Battle.net-овском, новая игра серии Darksiders, это вот, которую мы сейчас сегодня видели. Ну и все. На этом все. Я так понимаю, на этом у нас уже получается... тогда получается 11-го. В течение нескольких дней, с 11 по 13 июня, это будет длиться как раз-таки вот E3 Coliseum. Колизей E3. Вот так вот. Так, не понял, смех Степана. Да. Уже не сегодня, Гатан будет. Ну что ж, друзья, всем еще раз спасибо большое за то, что пришли. И доброй ночи. До встречи предварительно завтра на Готике 2. Продолжение прохождения. Завтра, правда, будет продолжаться E3. Вот, но тем не менее... тяжело, вещать, переводить надо на самом деле русскую трансляцию находить. Опять мой косяк, я тупанул, извините. Если что-то будет еще в следующий раз, то буду, конечно, уже находить мероприятия, которые будут транслироваться на русском языке, ну, либо с переводом. Поэтому, да. Все, всем спокойной ночи. Над японской дичью. Ну да. То да, буду стараться готовиться к этому более основательно. Еще раз всем спасибо. Пока.